Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вафли на газированной минеральной воде. Эти вафли получаются очень вкусные, у них есть тоненькая хрустящая корочка, а внутри они очень пористые и мягкие. Для начала подготовим сухие ингредиенты. Для этого рецепта нам понадобится 1 стакан муки и еще половинка. Общая масса муки 210 грамм. В муку добавляем 1 столовую ложку пекарского порошка или разрыхлителя, а также пол чайной ложки соды, пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки без горки сахара. Все сухие ингредиенты хорошенечко перемешиваем и пока временно отставим в сторону. Теперь подготовим жидкие ингредиенты. Для начала мы разобьем 2 яйца в чашку, яйца холодные, прямо из холодильника, я их заранее никак не доставала, не разогревала, не подготавливала. Для этих вафель взбивать яйца совершенно нет необходимости, яйца нужно просто хорошенечко взболтать вот так венчиком. К яйцам нужно влить 1 стакан молока, это 240 мл, молоко обязательно должно быть теплое, комнатной температуры. Также нам понадобится 100 грамм растопленного сливочного масла, я его уже заранее растопила и немножко охладила. 100 грамм масла – это 7 столовых ложек. Также можно добавить немного ванилина, это опционально, ванильный сахар или цедру лимона и апельсина по вашему усмотрению и вкусу. Все жидкие ингредиенты нужно хорошенько взболтать до полного объединения жидкостей. И в самую последнюю очередь я выливаю 3/4 стакана минеральной газированной воды. 3/4 стакана минералки – это 180 мл. Минеральная вода также должна быть комнатной температуры. Буквально 2 раза проведу венчиком по жидкостям, чтобы не разрушить газовую структуру, и вливаем жидкие ингредиенты в сухие. На этом этапе, как всегда, важно помнить, что в тесте у нас находится разрыхлитель, который начинает действовать, как только он соприкасается с жидкостями. Поэтому тесто нужно вымешивать достаточно быстро. А также у нас в тесте газированная вода, которая тоже не любит долгого вымешивания. На смешивание теста у меня уходит буквально 20 секунд. Как только оно становится однородным, отставляем его в сторону, тесто готово. Это тесто обязательно должно постоять минут 10, прежде чем мы начнем печь вафли. Моя вафельница уже нагрелась, на температуре я ее поставила выше среднего. Это тесто получается жидкое, и его очень удобно выкладывать вот такой мерной ложкой или мерным стаканчиком, что у вас есть, так, чтобы вафли получались примерно одинакового размера. Из этого объема теста получается 14 больших вафель. Как всегда, все ингредиенты для этого рецепта в граммах и в стаканах вы сможете найти в описании под видео, а также я поставила в начале этого видео. Первую партию вафель я буду выпекать всего лишь 1 минуту, а затем последующие буду держать немного дольше и хочу показать вам разницу. Вафли, которые пеклись всего 1 минуту, получаются очень нежными и мягкими. Лучше всего их есть сразу, теплыми. После остывания эти вафли могут немножко осесть. Кстати, у меня на канале есть уже несколько рецептов очень удачных вафель. Если вам интересно, посмотрите. А мне очень интересно узнать, если вы часто печете вафли, какого бренда ваша вафельница и довольны ли вы результатом. Поделитесь со мной в комментариях, я с удовольствием почитаю. Я уже подготовила вторую партию вафель. Эти вафли, как я уже сказала, я буду держать подольше, минуты 1,5-2. Вафли после 2 минут выпекания получились более румяные и золотистые. Они очень хорошо держат форму, смотрите, как легко их можно вытащить. Сверху образовалась легкая хрустящая корочка, а внутри они по-прежнему остались очень воздушными, пористыми и практически невесомыми. На мой взгляд, более длительное выпекание положительно сказывается на результате. Конечно, время выпекания очень сильно зависит от самой вафельницы, поэтому ориентируйтесь на более глубокий золотистый цвет. Эти вафли особенно хороши в теплом виде с кусочком масла, с кленовым сиропом или медом. Попробуйте приготовить!